Всех приветствую на нашем канале. Давно у нас не было таких разговорных выпусков, исправляюсь. Сегодня мы будем больше разговаривать. И вязать, конечно, будем тоже. В конце видео расскажу про шапочки. Ну а сначала расскажу о том, какая же все-таки нужна помощь нашему каналу и мне. А помощь нужна в том, чтобы побороться с алгоритмами YouTube. Эти алгоритмы создали такой замкнутый круг. Сейчас поясню, в чем именно он заключается. Смотрите, где-то примерно год, может чуть больше, YouTube добавил такую функцию. Это получать все уведомления с канала. То есть, когда вы рядом с кнопочкой «Подписаться» нажимаете на колокольчик и соглашаетесь получать все уведомления, тогда вы получаете оповещение о том, что на канале появился новый ролик или новый пост в сообществе. И то есть можете перейти по этому уведомлению и посмотреть. Но если у вас этот колокольчик не нажат, то вы никакие уведомления не получаете и не знаете, вышел новый мастер-класс на канале или нет. И то есть так потихоньку получается, что канал забывается и выходит из поля вашего зрения. А так как нашему каналу уже больше 4 лет, то основная масса подписчиков, соответственно, этот колокольчик не нажала, не получает никаких уведомлений. И в итоге у нас на канале больше уже 100 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. Но уведомления они не получают. В итоге просмотров на видео 2-3 тысячи. А что это значит? А значит это то, что алгоритм видит, ага, 100 тысяч, ага, 2000. То есть видео какое у нас получается? Неинтересное с точки такой математической зрения. И поэтому это видео отодвигается куда подальше, контент никому не показывается и не рекомендуется. Но все-таки я вижу по вашей реакции, что видео-то вам нравится, вы пишете много отзывов мне и в личные сообщения, и комментируете. Но для алгоритмов этого мало. И чтобы выйти из этого замкнутого круга, мне нужна ваша помощь. Давайте вместе поборем этот злостный алгоритм. А побороть его очень просто. Нужно просто сейчас взять и нажать всем вместе лайк под этим видео. То есть как-то отреагировать на него. Алгоритмы могут видеть только какие-то действия, например, вашу реакцию. Вы можете поставить лайк, напишите какой-то комментарий о том, что вы думаете по этому поводу. Может, у вас есть какие-то пожелания или вопросы. Я всегда с удовольствием читаю все ваши комментарии, всегда на них отвечаю. Поэтому очень жду вашу реакцию. Еще можете нажать кнопочку «Поделиться» под этим видео, такая стрелочка, например, и опубликовать ссылку в Пинтересте или вашей социальной сети, или кому-то личное сообщение отправить. Это тоже YouTube очень любит, точнее алгоритмы YouTube. Ну и, конечно, смотрите видео до конца, потому что в конце у нас будет интересный мастер-класс по шапочкам. Для мальчика и для девочки шапочки вяжутся спицами. В общем, с меня, как всегда, полезный и бесплатный контент. А с вас реакция, и тогда мы все вместе все-таки сможем побороть этот математический алгоритм и дать уже нашему каналу второе дыхание, ну а мне крылья для того, чтобы были силы продолжать работать в том же духе. Ну что ж, теперь давайте перейдем к нашему все-таки основному моменту, к вязанию, ведь наш канал о вязании, не о продвижении. Смотрите. На канале не так давно вышло видео по шапочке спицами для мальчика. Мастер-класс получил очень много ваших отзывов. Мне очень много написали в личные сообщения. Вот я связала внуку шапочку, хочу еще внучке, давайте сделаем мастер-класс. Или я связала сыну шапочку, давайте свяжем для дочки. Очень много было подобного рода сообщений. Я наконец-то решила на них уже отреагировать и связать по этому же мастер-классу шапочку, только адаптировав ее для девочки. Вот такая шапочка получилась. Сейчас вам поставлю видео, как эти обе шапочки смотрятся на детях. Посмотрите. Дочка, кстати, в восторге от шапочки. Ей она очень понравилась. Ссылочку на мастер-класс по вот этой шапочке, на подробный мастер-класс добавляю вот сюда вот к вам. И в описании под видео оставлю ссылку. Кстати, шапочка вяжется очень просто. И этот мастер-класс подойдет и для начинающих, и для опытных. То есть вы сможете связать и для мальчика, и для девочки шапочку. В чем простота вязания шапки? Здесь нет убавлений, нет никакого расчета донышек. Все вяжется очень просто. И к тому же шапочка у нас двойная и теплая. Для девочки смотрите, какие я внесла изменения. Я связала шапочку точно так же, как по мастер-классу.
но сделала более объемный помпон. На помпон ушло 50 грамм пряжи. Его радиус 5-6 сантиметров примерно. Или вы можете купить помпон из меха, если вам так больше нравится. Это первое изменение. Дальше у нас есть цветок на шапке. У дочери было обязательное желание, шапка должна быть цветком. Вот так, поэтому я связала вот такой цветочек. Кстати, по нему есть мастер-класс на канале. Ссылку вот сюда добавляю. Я вязала брошь к 9 мая вот с таким цветком, только там цветок связан в двух цветах нити, красным и белым. Здесь я связала просто той же пряжей, что и саму шапочку. Это второе отличие. И третье отличие — это ушки. То есть уши более длинные. Примерно от начала ушка и до убавления я связала 12-13 сантиметров. И еще ушко сделала чуть шире. То есть я точно так же рассчитала петли для ушек. То есть весь объем шапочки, все петельки поделила на 5 частей. 2 части это перед, 1 часть затылок и по 1 части на ушки. И потом ушки сделала чуть шире, то есть 7 миллиметров в одну сторону, 7 миллиметров в другую сторону. В итоге я забрала 2 петельки с затылка, 2 петельки спереда, и ушко стало у меня на 4 петли шире. И потом вот точно так же вязала, точно так же убавляла. Ну и на конце ушка я не делала уже завязочки, а выполнила вот такие вот помпончики. Они вяжутся крючком. Вы просто, когда у вас на спицах осталась 1 петля, берете крючок, делаете воздушную петлю и во вторую от крючка петлю вяжем 6 столбиков без накида. И затем по спирали на протяжении 3 рядов в каждую петлю по 3 столбика. И получится вот такой аккуратный помпончик. Все, в принципе, и будет шапочка уже для девочки точно по такому же мастер-классу. Так, сейчас расскажу по пряже. Использовала я пряжу интересного такого крошения, твидового. Пряжа называется Lana Alzetta. Это такой красивый серый цвет с яркими вкраплениями фуксии и такого насыщенного синего цвета. Пряжа 100% полиакрил, 115 метров на 50 грамм. Но пряжа очень тактильно мягкая, приятная, она пушистенькая. И она на ощупь шелковистая и вообще, в принципе, имеет такой шелковистый блеск. Мне пряжа это понравилась. На шапочку на размер 51-53 у меня ушло 150 грамм пряжи, чуть меньше, и плюс 50 грамм на помпон. Расход небольшой. Здесь рекомендуются спицы 4,5, но я брала спицы 3,5, чтобы полотно шапочки было более плотным, чтобы все-таки его не продувало. Шапочка двойная получилась, теплая. Ну и главное, что дочь в восторге. Кстати, буду очень рада, если вы напишите потом в комментариях, те, кто будет вязать, понравилась ли моделька вашим девочкам, как они на нее отреагировали. Мне будет очень интересно. Пишите это в комментариях под видео. Так, кстати, крючок же я еще использовала для цветочка и для помпончиков. Крючок брала 4 миллиметра. Вот и все. И шапочка будет готова для девочки и для мальчика. Обязательно переходите на мастер-классы, вяжите вместе со мной. А я вас благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца. Будем вместе бороться с алгоритмами YouTube. Кстати, кому интересен этот пуловер, мастер-класс тоже есть на канале, ссылка будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем пока-пока!